Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости вышли и какие ожидать сегодня события. Начнем со вчерашнего календарика 4 августа. Так, у нас вышел индекс деловой активности по России в секторе услуг ниже предыдущего значения. Штука несколько неприятная, потому как из-за ограничений с выездом из-за ковида, по идее, вот этот показатель, он, конечно, должен был превышать предыдущий месяц, июнь. Но, как видите, этого, к сожалению, не происходит. И все это на фоне достаточно дорогой нефти. Далее, то, что касается Германии и еврозоны. Здесь тоже не айс показатели, но их, скажем так, снижение есть только по сравнению с прогнозируемым значением. С предыдущим значением здесь наблюдается только рост. Так, далее, то, что касается Соединенных Штатов. Здесь вышла несколько противоречивая статистика. Число занятых в несельхозсекторе, изменений или прирост было меньше и прогноза, и предыдущего значения. Это опять же достаточно тревожный знак, который указывает на то, что инфляция издержек тормозит экономический рост, и так или иначе мы начинаем наблюдать эффект, когда восстановление рынка труда оно уже не происходит так, как предполагалось. Он начинает буксовать и, возможно, даже в ближайшее время будет откатываться. Тем не менее, PMI в сфере услуг и композитный PMI по Соединенным Штатам вышел достаточно позитивный. Но, опять же, здесь дьявол кроется в мелочах. Он вышел больше ожиданий, но он вышел меньше предыдущего значения. То есть, опять же, здесь достаточно неприятная тенденция, потому что снижение деловой активности в сфере услуг в стране, которая вся завязана и создана из услуг, это говорит о том, что в ближайшее время что-то будет происходить в части снижения экономической активности. Так, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы вышел позитивный. Но запасы нефти разочаровали, они вышли больше, снижение запасов нефти не произошло, и поэтому такая колбасня на рынке нефти. Так, переходя на сегодняшнее число, сегодня существенная информация, которая выйдет, это объем экспорта и импорта Соединенные Штаты, ежемесячный отчет ЕЦБ в 11 часов, и потом 15:30 стандартно по четвергам число первичных заявок на получение пособий по безработице. И как полагается, ближе к ночи выйдут данные по инфляции в РФ. Так, далее, то, что касается текущей ситуации по графикам. Китай сегодня торгуется в районе нуля, но здесь, судя по всему, вот этот отскок, который наметился, он уже себя исчерпал, и речь идет о том, будет или не будет он закрепляться вот в этом консолидационном диапазоне. Так, далее ВИКС, индекс страха и волатильности американский. Здесь ситуация пока указывает на то, что он находится в консолидации и риски на текущий момент не раскрываются. Но тренд идет наверх. Так, далее S&P 500, дневной таймфрейм, это SFD на фьючерс. Здесь проторговочка идет на достигнутых хаях. И вчера, несмотря на несколько противоречивую статистику, даже особых колебаний не было. Удержали 4400, даже не сходили, не потестировали вот эти нижние значения. Соответственно, сегодня в 15:30 посмотрим, какие выйдут данные. Здесь, по крайней мере, у нас четко обозначился диапазон, который в случае пробоя это 4370, 4350, вот эти 20 пунктов. Если здесь возникает пробой, то вполне возможно начнется уже на этой неделе достаточно ощутимые распродажи. Конечно, пока говорить о том, что будет падение на рынках, я думаю, это весьма преждевременно, но вот если потестим и пробьем вот этот диапазончик, то по S&P вполне может хороший коррекционный откат сложиться. На текущий момент у нас вся игра идет вокруг уровня 4400, соответственно, здесь, если на сегодня у нас не возникает пробоя, мы и будем болтаться, консолидироваться в диапазоне 4400-4430. Но сегодня на самом деле, потому как российские площадки открылись, достаточно такой вялый день, нету никакого драйва с утра, видимо от вчерашнего дня все отходят пока. Но я думаю, ситуация с нефтью, она ближе к 12 часам по Москве будет
как-то разрешаться. Пока на текущий момент идет отскок по нефти, давайте посмотрим. Так, друзья, вот нефтяной график Brent. Ну смотрите, если опираться на месячный таймфрейм, то исходя из месячного таймфрейма, здесь у нас в июле произошел разворот. Ну, во всяком случае, для того, чтобы этот разворот не привел к дальнейшей просадке, необходимо, чтобы был удержан уровень 66.25, хотя бы 1-2 месяца. Если здесь возникает пробой, то вся эта волшебная конструкция, она приведет к дальнейшему значительному снижению цен на нефть. Но пока это значение не взято, даже несмотря на пробитие 74,72, все равно остается достаточно высокая вероятность, что нефть на достигнутых значениях она увязнет и какое-то время будет торговаться. Так, ну вот недельный таймфрейм, он уже начинает немножко походить на ужас-ужас, но смотрите, здесь как бы уже когда начинаются такие размахи идти, это говорит о том, что с высокой степенью вероятности, по крайней мере, вот этот растущий тренд, он иссяк. Далее, если переходить к дневному таймфрейму, то здесь у нас намечается сегодня вроде бы коррекционный отскок. Но опять же, если переходить на часовой таймфрейм, то этого отскока как-то особо нет энергии. И поэтому в любой момент, если сегодня в течение дня не будет взят уровень 71.3, 71.5, то весьма вероятно этот отскок захлебнется и пойдет движение на тестирование недавних минимумов, которые были в районе 68. Отскок произошел, но энергии в этом отскоке что-то как-то совершенно не наблюдается. Поэтому в любой момент этот отскок может свернуться. Если ключевые уровни 71,5, 72 не будут сегодня достигнуты, то весьма вероятно здесь откат и движение вниз, оно на сегодня будет продолжаться. Но из интересного, из примечательного, это то, что российский рынок особо фатально это снижение по нефти не воспринял. Так, друзья, далее золото. Давайте посмотрим. Здесь ситуация очень интересная. Вчера такое вот хождение, брожение было. Ну, с золотом ситуация достаточно ясная. 1807, 1806. Если вот этот уровень не пробивается, то здесь по факту проторговочки, набора позиций будут дальнейшие попытки роста. И здесь уже цель движения, она будет тестирование и пробой 1831. Если все-таки 1807 пробиваем, то коррекционный откат на 1800, но на текущий момент, судя по динамике движения, по золоту идет набор позиций, и вероятность того, что будет движение вниз, она, конечно, есть, но она не столь велика. Тем более на протяжении последних дней, недель выработался уровень, который удерживает золото от просадки, это 1792-1794. Соответственно, пока тот диапазон не пробивается, который уже даже по 1800 находится, по золоту идет набор позиций, и будут вот такие волшебные случаи происходить. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну вот если смотреть недельный таймфрейм, то видите, у нас как-то даже при растущей нефти особо укрепление рубля не удалось. Застопорились на уровне 72-74 по споту. Ну и если брать дневочку, то вчера, как полагается, в августе был разворот. И сейчас речь идет о пробое и закреплении уровня, который 73.15. Так, ну вот часовик. Часовик с утра мы открылись, произошел возврат сюда, вот в этот диапазон 73.15, 72.8. Но здесь это связано с тем, что нефть немножко отскочила, отросла. Но с учетом того, что нефть как-то без огонька и задоринки пытается отскакивать, и в любой момент этот отскок может развернуться и уйти на тестирование, по крайней мере, локальных минимумов, которые были недавно, то, соответственно, здесь особо высоких шансов у рубля для того, чтобы в этом диапазоне удержаться и тем более пойти укрепляться далее, я думаю, сейчас нету. Здесь речь идет о том, как будет пробит вот этот уровень 73.15, и, соответственно, здесь наиболее вероятно сейчас начнется укрепление доллара, проторговочка. Ну и отсюда уже следующий этап, это, соответственно,
73.35, 73.4. Да, на текущий момент рубль достаточно устойчиво себя чувствует, по крайней мере, есть определенные раскорреляции, когда нефть растет, рубль не так сильно укрепляется, когда нефть падает, рубль не так сильно падает. Такое действительно имеет место быть. Тем не менее, здесь не надо испытывать иллюзии относительно того, что Россия избавляется от зависимости от цен на нефть. Здесь дело в другом. Дело в том, что просто определенный буфер создан, этот буфер усиливается. И, соответственно, этот буфер, он просто набирает валюту. И на текущий момент, когда есть потребность для того, чтобы рубль укреплялся, на фоне того, что все-таки поток пока еще в российские акции идет, вот это колебание курса, оно несколько сглаживается, но тем не менее, как только интерес к emerging markets и к российскому рынку он ослабнет, мы можем увидеть очень сильное движение на снижение рубля. Вчера достаточно оптимистичный материал я с утра разбирал по поводу того, что рубль может быть, точнее доллар может быть 70 рублей за доллар до конца этого года. Но здесь я вернусь к той точке зрения, которую я озвучил, что когда идет рост, хвалят рост, когда идет снижение, хвалят снижение. Я вот особой энергии для укрепления рубля не наблюдаю. Ни в ближайшее время, ни в среднесрочной перспективе, ни в долгосрочной перспективе. Те, скажем так, эксперты, которые говорят, что американцы напечатали столько денег, что, соответственно, это придет к обесцениванию доллара, они забывают об одной очень важной вещи. Америка экспортирует технологии и инфляцию. И поэтому те доллары, которые напечатаны, они могут превратиться, скажем так, в снижение покупательной способности других денег. Как это произойдет? Это очень интересное и разноплановое движение финансовых потоков. Я думаю, в ближайшее время мы это будем наблюдать. Но на текущий момент рубль-доллар, движение в районе 73.15, попытка здесь закрепиться и пойти выше. Да, есть шанс того, что рубль-доллар будет торговаться в этом диапазоне, но для того, чтобы такое движение было, необходимо, ну, как минимум, восстановление нефти в диапазон 72-74, а лучше даже движение повыше. Так, друзья, но если брать более коротенькие таймфреймы, вот в частности 15-минутку, рубль-доллар, то что у нас здесь получается? У нас на текущий момент здесь сформировался импульс движения, у которого цель находится на 73.25, 73.3, вот в этот диапазон. В ближайшее время весьма вероятно такое движение разовьется. В каком случае оно не произойдет? Оно не произойдет, если сейчас будет коррекционный откат и пробитие 73.05-73. В этой ситуации мы увидим действительно стабилизацию рубль-доллар вот в этом диапазоне 72.8, 73.6, 73.05, прошу прощения. Так, друзья, давайте еще фьючерс посмотрим. Рубль-доллар, текущий фьючерс, это сентябрьский, часовой таймфрейм. Здесь беру. Ну, здесь ситуация по фьючерсу, она указывает на то, что цикл укрепления рубля завершился. И отсюда сейчас, сегодня, завтра, в ближайшее время должно развиться движение наверх, у которого первая цель это 74 350, 74 400 и потом, соответственно, дальнейшее движение на 75 350. Может ли быть так, что сейчас произойдет укрепление рубля? Такое возможно, но вероятность этого события, с моей точки зрения, она невелика. Для того, чтобы вот этот тренд на рост доллара против рубля сейчас был сломан, необходимо пробитие 73 400. Если такое пробитие происходит и здесь начинается проторговочка, то, соответственно, вот это растущее движение доллара, оно сойдет на нет. Так, друзья, евро-рубль, ну здесь как бы евро-рубль по дневочке подошел к своим логическим пределам на укрепление рубля. Вот идет еще тестирование значения 86,2, 86,5 вот этого диапазона. Если переходить на часовик, то здесь следующая картина. В ближайший час, 2, 3, если не будет пробития 86,4, то нас отсюда ждет
после проторговочки, либо сразу движение, цель которого пробить и закрепиться в районе 86,8. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Давайте часовичок мы возьмем. Сейчас, сегодня произошел отскок, но там действительно нефть немножко подросла. Но опять же, вот это движение, которое здесь произошло, оно как-то идет без энергии по аналогии с нефтью. Поэтому да, здесь есть вот этот консолидационный диапазон на текущий момент 163 750, 162 800. Здесь вроде как наметилось вот это движение, у которого цель 164 450. Но как-то вот вообще здесь абсолютно драйва нету. Конечно, в ближайшее время, если сейчас будет пробитие 163 750, мы увидим вот это движение на 164 500. Но вероятность такого события, с моей точки зрения, невелика. Здесь нужна либо проторговка вот в этом диапазоне, либо тестирование и пробой 162 850 и, соответственно, движение на 162 тысячи. Опять же, как бы такого ужас-ужас падения российского рынка нету, поэтому вполне как бы может сейчас произойти здесь закрепление и дальнейший даже рост. Но вот эти все движения, они идут без, скажем так, без подтверждения, которое бы указывало на то, что рынок готов идти к тому, что вопреки происходит с нефтью. И поэтому здесь, я думаю, так просто вялый отскок дохлой кошки, который сегодня весьма вероятно перерастет в движение сюда, к нижней границе. Друзья, все, основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов.